Всем привет, я Марина и с вами Школа Сакрамел. Новый тренд – цветные базы для ногтей. Мастера разделились на два лагеря. Одни безумно рады появлению такого продукта, другие категорически против. В этом видео рассмотрим плюсы и минусы, взвесим все за и против. Будет очень интересно, смотрите видео до конца. Поехали! Давайте посмотрим, как выглядит этот материал. И действительно, видим густую консистенцию, как базовое покрытие, только с добавлением цвета. Мастер сэкономит время на выполнение маникюра, не будет дополнительно наносить цветное покрытие, а после камуфлирующей цветной базы просто нанесет топ. Клиент счастлив, процедура прошла быстро и выглядит очень интересно. База создает как будто бы фарфоровый эффект на поверхности ногтей. Полупрозрачный, легкая дымка. Достаточно интересный эффект. Возможность делать дизайн омбре, который очень легко получается за счет того, что базы смешиваются между собой за считанные секунды. Такому способу выполнения омбре может научиться каждый, даже новичок, потому что обычно этот дизайн считается не совсем простым и все-таки требует навыков. В настоящее время есть различные оттенки цветных базовых покрытий. Изначально были выпущены коллекции неоновых цветов, затем добавлены коллекции пастельных оттенков. Это одни из самых популярных камуфлирующих баз. А сейчас, с наступлением осени и зимы, добавлены темные, приглушенные, глубокие оттенки. Подписывайтесь в социальных сетях, там вас ждет еще больше полезной информации. Все здорово, классный продукт, экономия времени, но тем не менее есть оппоненты использования камуфлирующих баз. Давайте разберем почему. Дело в том, что база сама по себе призвана защищать натуральный ноготь от проникновения цветного пигмента. Если мы вспомним обычные лаки для ногтей, то часто после их снятия можно было увидеть, что натуральный ноготь окрасился таким же оттенком. Поэтому рекомендовано всегда под цветное покрытие наносить базу. Если такую цветную базу наносить сразу на натуральный ноготь, то возможно в какой-то степени окрашивание. Для того, чтобы этого избежать, мы можем нанести тонкий слой прозрачной базы. Она, в свою очередь, будет прослойкой между натуральной ногтевой пластиной и цветной базой, что предотвратит проникновение пигмента. Помимо этого, цветные камуфлирующие базы не всегда могут давать такую стопроцентную идеальную носкость, как прозрачные базы. За счет наличия цветного пигмента не так сильно скрепляются с поверхностью ногтя. Для того, чтобы это избежать, также предварительно нанесите тонкий слой базы. Такие цветные базы снимаются путем спиливания. Если положить базу сразу на ногтевую пластину, то большая вероятность пропилить ноготь насадкой во время смены цвета, во время коррекции. И опять нам помогает этот тонкий слой прозрачной базы, который будет защищать натуральный ноготь от повреждения насадкой. В густых материалах часто образуются пузыри, которые выходят на поверхность во время просушки. И выглядит это не очень красиво. Часто клиент может сделать замечание, почему у меня на поверхности какие-то пузырики. Придется их перекрывать. Поэтому густыми базами нужно работать аккуратно, не делать взбалтывающие движения, можно помочь себе тонкой кистью. Базы отличаются по консистенции. Есть жидкие материалы, быстро разравниваются, средние по консистенции, а также густые. Чаще всего можно встретить именно густые базовые покрытия. Начинающему мастеру не так просто выполнить выравнивание таким густым материалом. Поэтому он берет большее количество материала, накладывает его толстым слоем, а толстый слой может просто-напросто не просохнуть в лампе. Рекомендую вам сделать тест на просушку материала. Нанесите выравнивающую каплю на глянцевую поверхность, просушите в лампе, после чего приподнимите заполимеризованную базу и посмотрите с внутренней поверхности, не осталось ли мокрых глянцевых участков. Если они остались, это говорит о том, что вы недостаточно полимеризовали покрытие. Рекомендованное время просушки цветных баз не менее минуты в новых современных гибридных лампах. Либо нанесли слишком толстый, объемный выравнивающий слой. По правилам, выравнивание должно быть не больше 1 мм.
Но если ногтевая пластина длинная, мастеру потребуется больше материала, а соответственно увеличивается риск непросохшего материала внутри. Такой эффект пирожка с сырой начинкой. Вроде бы сверху все выглядит идеально, но если мы нажмем на ногтевую пластину каким-нибудь острым предметом, мы увидим, как покрытие прогибается, а если его проткнуть, из него даже может вылиться непросохший материал. Чем грозит этот непросохший материал? Незаполимеризованные частицы материала влияют на ногтевую пластину, со временем разрушая ее. Тут снова нам помогает прозрачный слой. Он предотвратит проникновение сырого материала в ногтевую пластину и ее разрушение. Поэтому, если даже какой-то из производителей говорит, что мою базу можно наносить без тонкого прозрачного слоя, я рекомендую сделать по-своему, перестраховаться за состояние ногтей клиента и ее дополнительно нанести. В чем еще минус цветных баз? Мы выполнили с вами тест на просушку материала, а теперь предлагаю выполнить тест на пластичность. Наносим средний слой на глянцевую поверхность, отправляем в лампу на просушку. После этого ждем, пока остынет поверхность материала, снимаем липкий слой, отделяем от глянцевой поверхности и начинаем изгибать покрытие. Как правило, цветные базы очень пластичные, а это говорит о том, что при использовании на большой длине может появиться эффект усадки базового покрытия. Образуются неровности, бугристости, и ноготь не такой идеальный, как был изначально. Базы сами по себе бывают прозрачные и более пигментированные. Те, которые пигментированные, особенно темные оттенки, пастельные, в которых содержится много белого пигмента, способны хуже просыхать в лампе. Значит, такие базы нужно наносить в более тонкий слой. Нравятся мои ролики? Хотите знать больше о маникюре? Предлагаю присоединиться и получить доступ к базе знаний школы Сакрамел. Более 20 видеокурсов по цене одного с получением сертификата. Они доступны по всему миру. Для подробной информации переходи в описание. Следующий существенный минус: при нанесении материала мы можем увидеть по периметру, около кутикулы, оголяется периметр ногтя, становится полупрозрачным. Многим клиентам не нравится такой эффект, некоторым принципиально хочется, чтобы цвет был плотным. В таком случае можно сделать дополнительный тонкий слой для насыщения цвета. Следующий минус кроется в снятии покрытия. Недавно мне попалась модель с объемным выравниванием цветной базой. И признаться, я снимала такое покрытие целых 40 минут. То есть, учитывая, что у меня есть опыт достаточный в снятии, даже не представляю, сколько бы времени ушло у новичка. Почему так происходит? База достаточно резиновая, и не всегда она хорошо поддается твердосплавной или керамической насадке. Мне пришлось использовать не одну насадку, которая постоянно забивалась, и мне приходилось ее чистить. И во время снятия происходит трение, которое в свою очередь вызывает нагрев поверхности. А если ногти у клиента чувствительные, то поверьте, вы будете работать в час по чайной ложке, снимать по чуть-чуть, для того, чтобы клиенту не было неприятно. Если на все предыдущие минусы я могла закрыть глаза и понимаю, как с этим работать, то здесь в снятии остается большой вопрос. Снимать покрытие 40 минут – это просто неприемлемо. И этот факт стал для меня основным весомым минусом. А со снятием придется разбираться и, возможно, искать подходящую насадку. Кто из вас уже работал цветными базами? Напишите, пожалуйста, в комментариях, как у вас проходит процесс снятия. Возможно, я столкнулась с такими лаками, которые плохо снимались с поверхности ногтей. И есть другие цветные базы, которые снимаются идеально. Мне будет интересно узнать. Если вы спросите меня, буду использовать цветные базы, однозначно отвечу «да». Сейчас наибольшим спросом пользуются молочные и камуфлирующие оттенки. Предлагаю в комментариях устроить голосование. Кто за, а кто против цветных баз. Подписывайтесь на канал. Но я желаю всем красивых маникюров. Счастливо! Пока-пока!